Здравствуйте. Это Здравствуйте. первый, здравствуйте. Это первое видео, которое я снимаю и разговариваю с пользователем нашего DaVinci Expert, человеком-инженером, у которого уже 20 лет опыт работы с РТУ, или по-русски это будет, наверное, АСУТП, да, Руслан? Да, Да, это Руслан Щеголев, наладчик АСУТП, который работает с оборудованием таких компаний, как ABB, Siemens, GE и другие. И сегодня я хочу поговорить с Русланом, какие функции программного обеспечения и хардвара DaVinci Expert он использует в своей работе. И что ему нравится, что не нравится. Просто, Руслан, расскажи об этом. добрый день всем. Мы используем программное обеспечение и хардвар для того, чтобы анализировать и имитировать для таких протоколов, как EC103, Modbus и, естественно, 104 протокол. Здесь используем только программу DaVinci Expert, так как в ней довольно удобно видно в одном окне и тип, и название можно с сигнала ввести, как бы его дескриптор. Вот. 103 используем для анализа на подстанциях, так как, если вы посмотрите, то Vinci имеет как оптический, так и параллельный порт, или последовательный порт, как еще называют, что очень удобно. Не надо больших каких-то телодвижений, либо каких-то дополнительных проводов. Просто если оптической линии связи, то просто включаемся между терминалом и TSPI или RTU и смотрим, что происходит в канале, находим ошибки, исправляем, либо имитируем одну или другую сторону, когда возникают какие-то спорные моменты. Вот. Также используем для имитации скады перед сдачей для клиента объекта. И все терминалы, защитные терминалы тестируем сначала до РТУ, а затем и после РТУ, что идет в скаду систему, чтобы сэкономить свое время и время клиента. Тестируем на месте, а затем уже тестируем с клиентом. Это уменьшает количество ошибок и экономит время наше и заказчика. Ну, в последний год, то есть в прошлом году, в 2019 году, у нас у компании Альсета уникальные, больше чем 1000 клиентов внедрили в свои компьютеры DaVinci программное обеспечение. И, может, ты можешь показать и рассказать, как она работает, как ты ее используешь, Да, программное можем обеспечение. показать. Вот есть программное обеспечение, если вы видите как бы окно. Нет, тебе надо сделать share screen. Share screen. Сейчас, значит, еще не сделали. Осталось только найти. Вот. Видно теперь? Да, теперь видно, да. Вот, видим открытое программное обеспечение Vinci Expert. В данной ситуации будет 104 протокол, вот у нас выбран. Есть 101, 103, 104 протокол, Modbus Serial и Modbus Ethernet. Как бы. И, естественно, можно как имитировать мастер либо slave, либо просто наблюдать, что происходит в линии связи. Вот. Довольно понятно для всех, кто занимается АСУТП. Настройки минимальные, необходимые.
для какие-то возможности имитации каких-то функций протокола. И, естественно, окно, где можно наблюдать именно вот закодированный вид, скажем так, биты. И, естественно, уже точно есть окно, которое происходит изменение текущее. Здесь в данном случае идут измерения. И, естественно, статическое окно, где просто можно наблюдать одну точку, как она будет меняться. Потому что это динамическое окно, оно постоянно обновляется, а это окно, оно стоит на месте. Естественно, если используем еще хардварную часть Vinci, есть настройки конфигурирования самого хардвара. Очень удобно, особенно использовать RS-232 интерфейс, так как можно свободно сконфигурировать пины, какие вам нужно, не надо никаких дополнительных кабелей, ничего делать, просто обнулить и сконфигурировать, какие пины будут подходить на вам нужный сигнал. Например, сконфигурировать. То есть мы можем в этом окне делать конфигурацию самого DaVinci эксперта и после уже видеть. То есть, может, сделаем так, Руслан, что теперь поговорим о программном обеспечении, как ты его используешь, а потом поговорим, как используешь это аппаратные средства и как это делаешь на этом программном обеспечении. Хорошо? Хорошо, да. Ну вот начнем, допустим, нажимаем кнопку «Старт». Угу. У тебя сделано тут какое-то подсоединение к какому-то RTU по 104, да? Для начала нажимаем «Старт», видим процедуру завязки связи. Vinci анализатор высылает команду «Старт», получаем это RTU подтверждение и идут уже сразу данные в виде. Также тут видим спонтанные данные идут, вот оказывается, что у нас спонтанные данные идут. И ISDU адрес именно сигнала, и, естественно, тип сигнала также видно, и его значение. Вот. В принципе, здесь видим все измерения, все... Абсолютно все, что происходит, все, что получает, скажем так, мой компьютер, как SCADA-система, он здесь все отображает. То есть нам не надо делать конфигурацию всех сигналов, просто все, что получаем по 104 протоколу, мы здесь видим, да? Да, здесь все видим. Естественно, в целях безопасности здесь также можно ввести и название. Вот кусочек видно, я только не показывал полное название, но можно ввести название сигнала самого абсолютно. Это облегчает, тогда не надо искать по адресу списков сигналов какие-то там, что это за сигнал, просто-напросто прочитать и все. То есть для тебя это удобно, да? Очень удобно, потому что не надо 10 токен иметь, просто смотришь, особенно если это какие-то надо именно провести какой-то анализ, почему сигнал один или другой приходит или не приходит, и последовательность этих сигналов, то очень удобно просто смотреть хронографию по названию, а не по адресу. Также есть набор системных команд. Вот, как мы видим, можем послать General Interrogation, что получим все данные из RTU. Также можно послать синхронизацию времени и interrogation счетчиков послать, counter-interrogation. И, естественно, также можно, если у вас на линии несколько ISDU адресов, можно выбрать какой-то индивидуальный адрес ISDU, оригинатор можно добавить. Вот. И сейчас продемонстрируем, если действительно будет работать, как работает, допустим, вот команду можно отправить. Да, вот это интересно. Я получаю вопросы, как сконфигурировать команду для отправки по 104. Вот, например, у нас есть команда по адресу 5216. И опять же, тут есть выбор. Вы можете, если у вас команда Select, значит, вы нажимаете Select и Execute. Если у вас команда Direct, то вы просто нажимаете Execute кнопку. Вот. В данном случае у меня команда Direct. И пробуем включить. Видим, что команда была отправлена, от RTU получено подтверждение, но команда не выполнена. Скорее всего, она уже включена. Посылаем команду выключения. И видим, что получили
Возврат, что какой-то сигнал у нас поменялся на 0, так он выключился. Возвратно есть метка времени с указом летнего времени либо зимнего времени. И, естественно, пошлем команду обратно на включение. Прошла команда на включение, получили подтверждение, что команда включена. Вот. Команда проходит, получаем Positive Activation Termination, что команда успешно выполнена, и также подтверждение получаем, что какой-то сигнал изменил положение. Или коммутационный аппарат, неважно. Руслан, ты говорил, мне рассказывал перед записью, что ты используешь другое окно, чтобы видеть во время испытательных работ, чтобы видеть, как меняется статус, например, коммутационного аппарата, и как ты это делаешь, где ты это видишь? Ну, здесь можно смотреть точно так же здесь наблюдать в этом окне, если просто вы знаете конкретный сигнал, и чтобы не смотреть и не следить там в динамическом окне, как он будет меняться, потому что бывает после срабатывания каких-то защитных функций очень много сигналов вываливается. Поэтому здесь просто-напросто находится свой сигнал. Сейчас я его тоже найду. Так, сейчас по списку сигналов у себя найду. То есть у тебя рядом на экране есть какой-то перечень сигналов с номерами, да? Да, с адресами, и просто-напросто вот адрес моего сигнала, который нас интересует, 2155. Также можно, опять же, сгруппировать по возрастающие или убывающие сигналы, чтобы было проще искать. Вот. 2155, вот нас интересующий сигнал, например. Я его обозначил черный. И опять же, можно послать команду на выключение, и мы видим, что она здесь меняется вне зависимости. Да, вот там видно, что еще каунтер да, считает, сколько раз это было выполнено, да? Да. Здесь видно, что еще видно какой-то сигнал и взаимодействует с моей командой, тоже вот чуть ниже меняется. Вот, сейчас он еще раз меняется. Вот, еще какой-то сигнал вместе с этим самым меняется. И, честно, если я хочу знать, то я просто-напросто посмотрел бы название, и здесь в этом месте видел бы название уже этого точного сигнала. Вот. Также здесь очень удобно смотреть за измерениями, потому что они не бегут. Вот, идут измерения, выбираем и смотрим просто-напросто. Наладчики релейной защиты подают нам какие-то значения, и мы смотрим и сверяем с реальным значением и, скажем так, протокольным значением, что получается с каждой системы. То есть здесь мы видим тоже вот по изменению каунтера, сколько раз это измерение менялось, да? Да. И здесь видим величину, которая передается в протоколе. И отсюда следует, что можно либо добавить это в рту, либо в схеде придется добавлять какой-то, может быть, коэффициент, а может не придется. То есть, делая такой overview, то есть в консоли мы видим, как идет сама коммуникация по 104-му, не анализированные данные, да? То есть не разбитые на функции и так далее. Просто сплошной стрим по протоколу. Потом events мы видим... Динамическое окно. Да, вот как динамически, что меняется, что мы получаем по 104-му или по другому протоколу. И statistics у нас идет как бы сгруппированные значения по сигналам, да? Также, естественно, конечно, это окно используем, и другой раз бывает, что какие-то спорные моменты и непонятно, что получаем, просто-напросто, да, конечно, берем это сообщение и его разбиваем уже, переводим и в другой формат, смотрим стандарт протокола и сравниваем, что мы получаем, и действительно ли значение соответствует, это значение, например, соответствует то, что происходит здесь, либо там какого-то сигнала. Очень удобно, потому что другой раз бывает, что просто приходит каких-то битов не хватает или каких-то там, и для этого поэтому не работает. Здесь все прекрасно можно скопировать, разбить, проанализировать и понять, в чем проблема.
Вот. Естественно, очень удобно то, что, допустим, при тестировании сигналов измерения нам очень сильно мешают. И здесь есть такая же функция прекрасная, как фильтр. Мы можем ее включить и, скажем так, заблокировать какие-то конкретные, либо по типу, например, вот нет птички возле 13 типа, нажимаем, и наши измерения больше не идут, потому что они все идут 13 типа, и у нас будут идти только изменения вот, команды и сигналов. Измерения нам мешать уже не будут в данном случае. То есть они не пропадают, просто мы их здесь не показываем в данный Да, здесь момент. просто не отображаются, они фильтруются, они в консоли идут, и опять же, если желание, можно найти и расшифровать, а здесь они уже не мешаются. Также можно какой-то определенный сигнал заблокировать, либо какой-то признак передачи заблокировать. И это уже, в принципе, не принципиально. Да, классно. Вот, естественно, есть дополнительные функции для пользователей. Это вот как интерфейс инфо, ping и sockets. Как бы, если что-то вам непонятно, там, не знаете свой IP-адрес или какие-то там, вам нужны дополнительные информации, то можно нажать, и здесь все узнаете. Ну, то есть это дает информацию о компьютере. В принципе, это Да, шорткаты. Да, на системные какие-то функции компьютера, которые нужны для работы Vinci эксперта программы. Окей. Ну что, может тогда перейдем к DaVinci Expert и Hardware. Почему ты его используешь? Потому что много наших пользователей просто используют программное обеспечение и не используют наше оборудование как DaVinci Expert. Какое твое мнение, почему ты используешь и где в этом какие-то бонусы? Ну, плюс большой то, что как бы маленьких размеров, да, и ему не нужно дополнительное питание, он прекрасно питается от USB-порта. Вот. Причем коробочка легкая, имеет магнитную подкладку, которую можно прикрепить в любом АСУЦП-шкафу. Не надо где-то ее держать и где-то ее там на весу что-то еще с ней подвязывать или как-то так. Большой плюс в том, что при анализе соответствия протокола либо Modbus, который идет по оптическому волокну, здесь есть два порта, которые можно использовать, скажем так, насквозь и снимать, смотреть, что происходит на линии связи, либо просто-напросто кнопка есть сделать либо сквозной режим, либо каждый порт поделить на свой отдельный порт. И можно использовать как здесь слейв, а здесь мастер, либо два слейва использовать. Вот. Также большой плюс есть то, что если, допустим, у вас не работает какой-то оптический преобразователь из RS-232 в оптику, вы можете для тестирования использовать это устройство. Здесь подключить оптику, здесь подключить к разъему параллельному порту, последовательному порту, подключить какое-то другое устройство и посмотреть, что происходит, опять же, в канале, и убедиться в том, что, допустим, преобразователь работает, либо нет. Опять же, если вам нужно проанализировать последовательный порт, то точно так же можете здесь, скажем так, подключить мастер устройства, здесь можете слейв подключить устройство и будете наблюдать то, что происходит в канале. Причем абсолютно неважно у вас с какого, скажем так, это будет параллельный порт, либо оптический порт, вы можете с оптики перенаправлять, смотреть, что происходит в последовательный порт, либо из оптики в оптику, из последовательно в порт, последовательный порт, в любом, как вам пожелается, направлении. Единственное, что только нельзя его, с одной стороны, скажем, порт А и порт Б. Порт А уже не может себя видеть и себе же передавать данные. Вот. Да, ну вот, в принципе, хорошо, ты теперь рассказал, какие возможности. А что вот ты используешь самое часто? Вот, на последнее время у нас увеличилось, скажем так, монтируется очень много солнечных электростанций небольших, как может и больших, конечно, и для наладки и передачи данных из инверторов либо каких-то контроллеров в SCADA-систему.
Здесь возникают большие проблемы, потому что инверторы, они все, скажем так, каждый производитель, они индивидуальные. И здесь мы сначала едем на объект и имитируем работу SCADA либо какого-то другого устройства, чтобы, скажем, локально испытать, провести испытания, сделать конфигурацию для РТУ, для последующей передачи данных в SCADA-систему. И проводим на этом, самом деле, здесь довольно много времени. Если бы мы постоянно бы конфигурировали РТУ и испытывали в реальных условиях, то это заняло бы очень много времени. А так мы используем это устройство, то мы просто-напросто используем Vinci как хардвар, так и софт для выяснения каких-то моментов передачи данных, настройки протокола, как управляются они, экономим себе время. Потом на основе полученных данных делаем конфигурацию и, естественно, уже тестируем с SCADA-системой. Окей. Ты теперь еще показывал по программному обеспечению, что ты меняешь там настройки коммуникационной линии по RS-232. Да, это вот здесь и есть, что очень удобно то, что используя интерфейс RS-232, то нам не нужно каких-то больших там знаний или усилий, просто-напросто подключаем кабель, который имеет на одном конце RJ45, на другом конце могут быть гильзы, либо что-то, любое другое устройство, либо это просто даже прямой лановский кабель. И зная, где в этом кабеле какие пины RX, CX и какой пин ground, здесь настраиваем. И нам не нужно специфических кабелей, мы наблюдаем все, что происходит. Если нам нужно поменять RX, TX местами, мы здесь можем без переключений дополнительных каких-то просто поменять пины местами и продолжить работу. То есть вот здесь мы, где написано вверху RS-232, это какие пины по дефолту у нас на RJ45 кабеле, да, и потом ты можешь эти пины поменять, какой ты хочешь, какую функцию на какой пин подключить, да? Да. Ну, ты, в принципе, ведь имеешь тоже возможность иметь как бы конфигурацию, как сейвить конфигурацию кабеля, то есть, чтобы тебе не паять кабеля и там не готовить кабеля для каждой установки, ты можешь иметь обычный RJ45 кабель и иметь конфигурацию для реле или для РТУ. Вот, например, АББ РТУ. Наверное, у нее распиновка не такая, как у множества других. Да, но каждый производитель имеет свою распиновку, естественно, здесь, и поэтому, ну, немножко, конечно, могли бы они иметь какую-то стандартную распиновку, все, но, тем не менее, они так не делают, поэтому можно конфигурацию сохранить, можно просто даже перебегая между РТУшками здесь менять пины, либо конфигурацию, и для этого будет очень удобно. Не надо менять кабеля, не надо иметь кучу кабелей, отвертку, какие-то переходники дополнительные, этого не надо. Ну, так, можешь показать какую-нибудь конфигурацию кабеля, которая у тебя есть сохранена, и как вот ее загружаешь сюда? Здесь конфигурацию кабеля, на самом деле, я не имею, но вот, потому что чаще всего мы все-таки работаем, ну, скажем так, на сырую, просто приходим, распиновку знаем более-менее наизусть и конфигурируем, так как это много времени не занимает, и используем. В принципе, есть такая тоже возможность, что можно эту конфигурацию кабеля сохранить. Да. И ее загрузить. Это мы чаще всего используем, если, вот, скажем, есть какие-то проблемные объекты, где нужно периодически какие-то новые изменения делать и переходить, допустим, с одной стороны на другую, то для этого, чтобы каждый раз не настраиваться в Vinci отдельно, мы делаем временную конфигурацию, и, естественно, потом она где-то на сервере хранится возле всей информации, но в компьютере мы ее уже не держим. Хорошо, спасибо. Конкретная информация на конкретный какой-то объект просто-напросто, поэтому мы стараемся ее держать на сервере, а не в компьютере.
Вот. Также, естественно, есть настройки интерфейса RS485-422. Не очень маловажно, что можно включить 120 Ом сопротивления. На длинных линиях это очень актуально, в принципе. Вот. И еще можно менять эту, чтобы не делать распайки другой, просто можно менять АСБ местами, да? Плюс и Да, минус. да, И, да, перевернуть, скажем так, можно да. полярность тоже. Единственное, что только здесь уже эти пины, они А и Б, они уже фиксированы. Ну, перекручивать распайку иметь надо, можно просто их перевернуть, скажем, местами. Вот. Окей, спасибо, Руслан, за твой опыт использования программного оборудования и хардвара. И насчет рекламы расскажи немножко, может, о компании, в которой ты работаешь, и, может, это тоже будет интересно для наших. Я работаю в компании iDealers, которая занимается... Подожди немножко, можешь выключить шеринг? Окей. Я работаю в компании iDealers, которая занимается в сфере энергетики. Мы выполняем наладку полностью оборудования на подстанциях, начиная от первичной и заканчивая РТУ и SCADA-системами. В принципе, делаем всю работу и имеем группу специалистов по релейной защите, группу специалистов по РТУ, ОСУТП, имеем команду, которая монтирует это все, и также имеем специалистов по наладке SCADA систем непосредственно у клиента где-то. Вот. И занимаемся с оборудованием практически с любым, которое есть на рынке, но, естественно, преимущественно это АББ, Siemens, по большому счету все в последнее время. Также можем делать и General Electric, Schneider какие-то это изменения и конфигурирование. Вот. Работаем. Не знаю, что еще больше сказать. Да. Спасибо тебе очень за такое интервью. Конечно, вы много используете тоже LSET RTU, этого WCC Lite оборудования, за что я вам отдельно благодарен. И спасибо вам, что вы даете нам фидбэк, что нам надо там еще сделать, чтобы все работало лучше. Спасибо тебе большое за этот интервью, спасибо за время и за твои откровения. Пожалуйста, обращайтесь. Хорошо. Я твои контакты вкину. Хорошо. До свидания. До свидания.